Всем привет! Меня зовут Антон Тиунов. Сегодня мы говорим о недвижимости Пхукета. Мы находимся у застройщика Gardens of Eden. Это интересный проект на первой линии моря. Давайте поговорим с Антоном, с менеджером отдела продаж, и узнаем подробнее. Значит, что у нас здесь? У нас здесь большой участок, около 15 гектар, который находится прямо в 50 метрах от океана. Вот он океан, его видно отсюда с первого этажа. Наверное, из машины вы когда выходили, шум волн вы тоже слышали. Основная идея в чем? Из этих 15 гектар под застройку мы отдаем только 30%. Оставшиеся 70 – это ландшафт, это сады, это парки, это водоемы, озера, бассейны, объекты инфраструктуры, одним словом, места общего пользования. Но такого соотношения на острове не было, нет и на первой береговой точно не будет, потому что мы купили здесь последний участок. Если в двух словах рассказать про все, что происходит здесь вокруг, здесь с нуля поднимается новый район, целый район. Здесь нет соседства старых тайских разваленных покосившихся домиков с шикарными пентхаусами за забором. Все полностью с нуля. И это приятное соседство. Это Баньян Резиденс, это мы. Инвесторы проекта — это дубайский фонд, они инвестируют в строительство. И под этот проект собиралась мощная команда, где каждый член которой является лидером рынка в чем-то своем. Вот, наш главный архитектор Мартин Палерос и его студия Тьерра. Здесь на Пхукете они проектировали Монтазур, Твин Палм, Сан-Антару, еще огромное количество проектов по всему миру. Один из наших менеджеров — это Рави Чандран. Он в прошлом был вице-президентом Баньян-3. Он был коммерческим управляющим директором нашей Пхукетской лагуны почти всю историю ее существования, там, за исключением 1,5 лет. По стройке у нас команда из России. Команда из Сочи, которая специализировалась на курортной недвижимости высокого класса. Это Риф Резиденс, это Огни Сочи. Почему команда из России? У нас около 45% покупателей — это покупатели русскоязычные. Тайские застройщики, они не всегда могут понять, почувствовать и узнать, как мы жили, в каких условиях, к каким стандартам привыкли. Строительство первой фазы началось уже, правильно? Строительство первой фазы началось. Первая фаза — это бичфронт. Это то, что прям в 50 метрах от океана. Это премиальная часть. Здесь у нас не плотная застройка, это всего 7 корпусов, 3-4 этажа. Здесь у нас минимум соседей от 2 до 8 квартир на этаже. Здесь у нас высокие потолки, 3,6 межэтажка, на 3,20 мы выйдем в чистоте. Здесь у нас подземный паркинг с коэффициентом 1:1, где количество машин и мест соответствует количеству квартир. Не минимальные по закону 0,3, они же там максимальные практически везде, где есть парковки, 1:1, плюс валет паркинг, ключи оставили, вас припарковали. И площади здесь хорошие, удобные для жизни, от 70 до 450 квадратных метров, 70-450 диапазон. По документам землю мы купили, сертификат ИАИ, который подтверждает соответствие проекта всем действующим нормам законодательства, мы получили, разрешение на стройку есть, в мае мы вышли и начали. До конца года планируем выйти из-под земли, но у нас подземка очень мощная. У нас паркинг, у нас 2200 свай, так как мы в 50 метрах от океана. Да, и поэтому этот этап, он занимает, по сути, времени, наверное, даже больше, чем просто поднять коробки. Но это основа здания, без этого никак. И сдается эта часть у нас чуть меньше, чем через 2,5 года, в конце 26-го. Что дальше? Дальше течет природная река. Это натуральная природная река, около 12 метров шириной, не тайская канализационная канавка, а хорошая река, там плавают рыбы. И через эту реку мы будем строить мосты в продолжении моста дорожку. Для чего они нужны? Чтобы дать резидентам вот этой части прямой доступ к океану. Расстояние от этого здания до берега 250 метров, расстояние от вот этого дальнего здания до берега 600 метров. Это сколько? 2, 3, 4, максимум 5 минут пешком, либо минута на багги. Мы в паркинге ставим под каждый корпус несколько машин, вышли, кнопку вызова нажали, там 20 секунд, гольф-кар с парковки поднялся и доехали, за 1 минуту до пляжа, до любого объекта инфраструктуры и так далее. По инфраструктуре она, кстати, очень мощная. Что у нас здесь будет? У нас здесь будет 5 ресторанов. Итальянский ресторан, греческий ресторан, стейкхаус, японский ресторан и ресторан здорового питания в wellness-центре. У нас будет 2 детских клуба, один из них с небольшим аквапарком, там 3 водные горки для детей. 3, потому что мы не хотим, чтобы там было шумно, но при этом, чтобы детям было интересно. Здесь будет самый большой в Азии wellness-центр на 5500 квадратных метров. Нам его делает группа Гоуко, они делают wellness-центры для всех топовых сетевых отелей, таких как Ritz, Four Seasons, Intercontinental и прочие ребята в своем классе, наверное, самые заряженные. При wellness-центре будет отель. 5 звезд, 80 номеров. Небольшой отель. Для чего он нам здесь нужен? Это будет даже не wellness-центр, это будет wellness-курорт мирового масштаба. И у них есть своя внутренняя потребность в размещении. Туда прилетают на месячные ретриты, на 2-месячные программы омоложения, оздоровления и прочее. Этот отель закрывает эту потребность. Дальше. Клабхаус с бассейном, с белым песком и голубой водой, как лагуна.
волны чуть больше сильного, не знаю, там низкий сезон или просто не хочется идти, отличная альтернатива. Второй клабхаус при одном из самых больших плавательных бассейнов на острове. Мы можем проплыть там в одну сторону больше 150 метров без остановки. Зеркало воды 5000 квадратов. Такого точно не было. Дальше, коммерческое здание. Там сетевой супермаркет, ну, вот хорошие европейские продукты, там отделение банка, возможности для бизнеса, переговорный коворкинг и прочее. Значит, это были, ну, основные крупные объекты инфраструктуры. Помимо этого, детские площадки, поделенные по сегменту по возрасту, там, младший, средний, старший, чтобы всем было интересно играть. Спортивные площадки, тропинки для медитации, площадки для занятий йогой, кинотеатр под открытым небом, парк для выгула домашних животных. Все это будет. Участок большой. Под застройку мы отдаем только 30%, а оставшиеся 70% мы наполняем. Ну и просто это единственный проект на острове, внутри которого есть парк 4,5 гектара и 3,5 километра прогулочной дороги, потому что здесь иногда бывает сложно найти место, где можно было просто погулять. Да, а погулять хочется. Вот, идем дальше. Вторая фаза – это вот эта часть. Парк Резиденс. 6 домов. Почему она называется Парк Резиденс? Концепт следующий. Жилые корпуса, стоящие в тропическом парке. Туда мы будем завозить и высаживать больше 100 разных видов тропических растений и будем воссоздавать там тропический парк. Площадка сейчас зеленая, но большая часть из этой зелени это как поросль называется. Это не декоративные растения. Они будут убираться, классные, там красивые столетние баньяны будем оставлять и дальше засаживать туда декоративные растения. Вот, площади у нас здесь. От 50 до 220 метров, 50-220. И цены начинаются от 10 миллионов бат. Кстати, по первой фазе я вам, по-моему, не сказал, там старт 18 миллионов бат. Это за квадрат сколько получается? Ну, чуть больше 250. Здесь 250, а здесь порядка 200. 195-200. Ну, 200, да. да. 6 тысяч долларов. Около того. Это все включая, ну, я правильно понимаю, или там что-то еще какие-то есть Отделка под ключ, плюс встроенная мебель, это кухня, это гардеробные, это межкомнатные двери, санузлы с сантехникой, движимая мебель идет отдельно. Тут две опции. Можно купить готовым комплектом от застройщика, либо можно декорировать и обставить силами своих дизайнеров, либо самостоятельно. Не проблема. По этой части сертификаты АИ мы уже получили, ждем выхода разрешения на строительство. Вот мне сообщили из департамента строительства, что в течение недели его уже привезут. Быстро получается. Скорее всего, там да. через 2 или 3 дня. Вот. И как только мы его получим, мы выйдем на площадку и начнем строить. Честно, мы уже начали там какие-то подготовительные работы, которые можно делать, когда мы имеем на руках АИ. Это разметка зданий, это подъездные дороги там и прочее, чтобы потом на это не терять время. И тут, что интересно, что стройка будет непоследовательной. Не так, что мы вышли на первую, строили, построили, закончили, а потом перешли на вторую. Нет, как только И эти выйдут живут на документы... стройке потом. Да, совершенно верно. Как только документы выйдут, мы сразу же начнем. И сдаем мы эту часть в третьем квартале 27-го. То есть у нас получается разница, ну, не знаю, 6-8 месяцев. А 6-8 месяцев мы понимаем, что это не грязный общестрой, это не свайные работы, это не монолитные работы, это расстановка мебели, ну и максимум там ландшафт. Это работы, которые не доставляют никакого дискомфорта для тех, кто уже живет рядом. Вот эта часть, третья фаза, пока она недоступна для продажи, ее мы выведем в следующем году, и она сдается в третьем квартале 28-го. Таким образом, вся площадка закрывается в 28 году. Но здесь опять площадка большая, это 15 гектар, и ее технически невозможно поднять там за один календарный год при том уровне качества, который мы хотим здесь сделать. Вот. На материалах мы очень сильно заморачиваемся. Кухню мы везем из Италии, это бренд Чезаро, мы с ними подписались. Мрамор мы везем из Италии, керамогранит мы везем из Италии и из Испании. Тик, натуральное дерево, мы везем из Индонезии. Мы на контракте с компанией, которая делает фантастические вещи из тика. Они делают мебель для Armani Casa, они делают мебель для Minotti. То есть ребята очень заряженные. Термодерево из Финляндии. Вот. Совсем скоро будет шоурум. Где-то через месяц мы его открываем, и там можно будет это все посмотреть и потрогать. Потому что фантастические вещи из тика звучит как прекрасная паркетная доска. Да. Или великолепный керамогранит. Ну, то есть пока ты это не поймешь, это достаточно сложно описать. Что будет включено как бы, в то, что я покупаю? Пол, понятно, будет включен, а декор это отдельно будет доплачиваться или декор тоже будет включен? Вот такие деревянные элементы, они включены. Движимая мебель, как прикроватные тумбочки, столы, стулья, вот они идут отдельным мебельным пакетом. Значит, заезжаем в первую часть, мы с нашей прибрежной дороги, заезжаем вот в эту часть, мы с верхней дороги. Параллельно прибрежной есть вторая дублирующая дорога на расстоянии 1 километра, и с нее мы заезжаем. Здесь также подземные парковки. Одна единственная дорога будет идти по периметру комплекса, с которой мы заезжаем в паркинге под корпусами, либо в блоке там по 3-4 корпуса. Эту дорогу отделяем забором живой изгородью, чтобы внутри было безопасно для детей. Значит, коэффициент по паркингу тут 0,7 к 1.
Для этого типа недвижимости этого более чем достаточно. И что интересно, что все зоны разгрузок-погрузок абсолютно всех объектов инфраструктуры, будь то небольшой бар у бассейна или огромный wellness-центр, тоже выведены под землю. Нет никаких передвижений по территории, связанных с разгрузкой-погрузкой. Лифты спускаются в паркинг и там, и там. И отдельные лестницы для обслуживающего персонала, чтобы развести потоки. Там клининг, уборка, курьеры, доставки, они не пользуются основными входными группами, они пользуются дополнительными дублирующими лестницами. Ну, что я услышал, если я не прав, поправьте меня. Это бичфронт возле моря, большие площади, выше цена, чем в той фазе, естественно, за счет низкой этажности, за счет подземного паркинга и так далее. Ну и близости к морю, все логично, все понятно. Площадь здесь начинается от... Площадь от 70 до 450 метров. Ну, то есть 70-100, такой средний, там, около 100 квадратов. Переходим во вторую фазу, там чуть поменьше, чуть повыше, чуть-чуть подешевле. Вот, но при этом же качестве, да, и при размерах юнитов от 50 до от 220. 50, ну вот, то есть 50, от 50 здесь, там, от 70 там. Окей. Как купить? Есть у меня два варианта. Первый вариант – это беспроцентная рассрочка на период строительства. На 2,5 года здесь, либо на 3 года здесь. Как она работает? Первый взнос 35%. Вот, следующие платежи привязаны к факту выполнения определенных строительных этапов. Ну, например, там сваи, фундамент готовый платеж, коробка здания готовый платеж, отделка мебель готовый платеж, и последний платеж остается на передачу уже готового объекта. И вторая опция, мы ее запустили буквально с этого месяца, это рассрочка долгая, до 6 лет, включая до 3 лет после окончания строительства. Как она выглядит, как она работает? За период стройки нам нужно оплатить 50% тут и 60% тут. Не 100, как в предыдущем варианте, а 50 и 60. А на оставшиеся 50 либо 40 здесь мы берем рассрочку под 7% годовых на остаток на год, 2, либо 3. Годовых или Да. общую? 7% годовых на остаток, да. Если мы взяли эту рассрочку, ну, например, на 3 года, а закрыли ее за год, там, 2-2,5, мы пересчитаем эти проценты. Либо их вернем, либо там зачем в счет коммуналки или куда-то. Окей. Это выглядит как также внутренняя рассрочка от застройщика, только она пока строится бесплатная, а потом просто стоит, деньги стоят денег, и все, правильно? Деньги стоят Супер, денег. супер. Опция удобная. Вот, вместо да. одной можно зайти на Супер. 2. Или... Вот, и давайте про цену юнита, не метр квадратного, я так понимаю, здесь мы по квадратам не хотим жить. Вот здесь там 100 квадратов здесь будут сколько стоить? Здесь у меня маленькие площади. 100 квадратов. 70. Плохая, нет, давайте нормальная площадь, вот 100 метров, вот я полистал только что, да? Да, Если я есть себе- две спальни 105 метров, они где-то 26 Вот, я вот метров. правильно говорю, вот 100 метров, супер, two bedroom, 100 квадратов стоит 26 миллионов. 26,5 миллионов. Это в долларах 800 там, с копейкой тысяч долларов. Супер, зафиксировали. Да. Там Аналогичная площадь здесь, две спальни около 100 квадратов, а тут будет диапазон от 19,5 до 23 миллионов. ну, грубо там от полумиллиона до 600 тысяч долларов. Да, да. Дополнительный пакет там будет включен. Сколько он будет стоить еще? Мебельный пакет Да, да. от 500 тысяч бат до 3,5 миллионов. Здесь зависимости- почему такой диапазон? Потому что у нас есть одна спальня 50 метров, и Да, у нас да. есть четырехспальный Да, да, хаус понятно. 450 Ну да. метров. То есть там по каждой квартире отдельно. Да. цена. Мы вчера делали подсчеты по первой фазе, мы продали уже 54%. По второй фазе мы продали 37%. Но ее мы вывели чуть позже. Мы стартовали сначала с бичфронтом на 2 месяца позже. О чем это говорит? Что мы дали рынку здесь тот самый продукт, который рынку тут нужен. А что с управлением потом этих квартир? Что с управлением? Здесь давай разобьем это на две части. Первое – это техническое управление, эксплуатация. Вот, ставка 110 бат за 1 квадратный метр в месяц. Что входит в эти 110 бат? Это охрана, 3 ступени, пропускная система, видеонаблюдение, круглосуточное патрулирование, это вывоз мусора с раздельным сбором, уборка территорий, свет, ландшафт, парки, озера, водоем, в общем, все, что связано с общей эксплуатацией. Плюсом идут только расходники по счетчикам, это вода и электричество, и плюсом идут дополнительные услуги в случае их потребления. Там, от клининга, уборки, заканчивая бытовыми поручениями, консьерж-сервис полноценный, это уже за дополнительную копейку. Вот. И в эти 110 бат входит плата за поддерживающий капитальный ремонт. А, то есть его отдельно не нужно платить? Отдельно не нужно. Разбивка следующая. 110, из них 100 – это коммуналка, вот, и 10 бат – это фонд капремонта. Совершенно верно. Вот. Вторая тема – это арендное управление. Вот. У нас будет профессиональная управляющая компания. И, извиняюсь, техническое управление вот здесь не отличается по стоимости? Нет. То есть и там 110 бат? Да, Окей. да, и там 110 бат. Вот, мы сейчас уже на финале тендера по технической эксплуатации. Мы будем брать лидера рынка на этот сегмент.
Вот. По арендному управлению будет та же самая история, этот тендер будет чуть-чуть попозже. Вот. Мы хотим взять сюда лидера рынка и профессионала, не просто там 10 девочек посадили, ну давайте мы будем сдавать ваши квартиры в аренду. Ну, конечно, это так не работает. Работать они будут на принципе 70/30, где 70% от арендного дохода получает собственник, 30% берет за свои услуги управляющая компания. Если мы говорим про долгосрочную аренду от 6 месяцев и более, собственник может сдавать это как самостоятельно, так и с нашей управляющей компанией. Если мы говорим про краткосрочную аренду от 3 дней до 6 месяцев, то только через нашу управляющую компанию. Да, это ограничение. С чем оно связано? Мы не хотим видеть на этом рынке непрофессионализм. Мы не хотим здесь видеть демпинг. Мы не хотим здесь видеть те истории. Ну, ты наверняка знаешь, что тут такое бывает, когда вроде, по цифрам все сошлось, а потом собственник получил там... Бывают такие случаи, да? Бывают такие случаи. Они бывают очень часто, поэтому, да, некоторые ограничения с этим связаны. я Же думаю, самому можно? Конечно. думаю, очень важный еще Можно момент. комбинировать. Очень важный момент, конечно, это демпинг. Когда в большой проект заходит куча разных управляшек, непрофессионалов, у них единственный инструмент, который остается, это снижение цены. И тем самым они рушат собственно. Для аренды эта история будет супер успешная. Почему? Мы проанализировали наши сделки, то есть тех покупателей, которые уже купили, 80% для себя. Да, понятно. А если мы возьмем, давай еще раз по ключевым факторам, океан, якорь номер 1, 50 метров. Про аренду, да. Нужные площади. Да, большие Потому что квартиры. если мы посмотрим предложения отелей, там на номера с 2, 3 или 4 спальнями, но цены, особенно в сезон, просто улетают в космос. Все четко. Вот я вижу на рендерах вид на море, где он будет и будет ли. Да, он будет. Частично он будет из некоторых юнитов первой фазы. Вот. И частично он будет из некоторых юнитов второй фазы. Откуда он возьмется? У нас по местному законодательству есть определенные ограничения по высоте, которые мы можем строить в зависимости от удаления от берега. Здесь это 12 метров, здесь это 16 метров, здесь это 23 метра. О чем это говорит? Что верхние там 3 этажа, они фактически будут смотреть над всей вот этой прибрежной застройкой, иметь очень крутые виды на океан, на закаты, на необитаемый остров Уан-Антары. Да? И это ограничение не касаемо там нашей первой части. Это Это вообще в ограничение целом. касается всей прибрежной застройки. И Баньян, и Монтаван, и Хаят, все мы здесь в одних законах. Вот такой интересный проект с огромным количеством земли, с 30% застройки на этой земле, что, в общем-то, огромная редкость на Пхукете, тем более, когда мы видим в этом проекте Beachfront. В общем, спасибо, Антон, большое тебе за подробный рассказ. Очень интересный проект. Обращайтесь в Georgia Private Investment за подробную информацию. И буду рад видеть вас и ваших клиентов С удовольствием. в лучшем проекте на острове. Спасибо большое. Спасибо. Хорошего дня.